Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим с вами вкуснейшие шоколадные пряники. Я очень люблю эти пряники брать с собой в дорогу, потому что с ними ничего не происходит, они очень вкусные. Ходить с такими пряниками в гости и давать ребенку в школу. Подъедать их ночью или вечером с молоком. Не берите с меня вот этот последний пример. Так, ну что, готовы? Давайте начинать. У меня еще есть форма тут такая красивая, сердечная. Готовим сердечные пряники. Для приготовления пряничного теста нам понадобится 200 мл молока, 50 граммов меда, 20 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка имбиря, 1/3 чайной ложки мускатного ореха, 100 граммов муки, это первая часть, 200 граммов сахара, 40 граммов желтка, 250 граммов муки, вторая часть, 60 граммов какао-порошка, щепотка соли и 7 граммов пищевой соды. Отправляем в сотейник молоко, пряности. Как я уже сказала, я использую молотую корицу, имбирь и мускатный орех. Можно еще добавить ваниль, кардамон и гвоздику. В принципе, сделать такой микс пряностей, который вы любите, который вам нравится. Отправляем все это в молоко, перемешиваем. Так. Сюда же отправляем мед. Я использую разнотравье. Для чего нам нужен мед? Мед помогает пряникам оставаться мягкими как можно дольше. Сюда же отправляем растопленное сливочное масло. Прогреваем все это на плите до парения. Молоко парит, снимаем с плиты. В миску отправляем сахар и муку, первую часть. Перемешиваем. Заливаем наше горячее медовое молоко с пряностями. Так, хорошенько перемешиваем, чтобы не образовывались комочки. Мука у нас заваривается. Отставляем массу в сторону буквально на несколько минут. Соединяем в миске муку, пищевую соду. Сода погасится медом, соль и какао-порошок. Обратите внимание, качество какао-порошка. От него многое зависит и шоколадный насыщенный вкус, поэтому выбирайте качественный какао-порошок. Перемешиваем. В заварную основу отправляем желтки и перемешиваем. Используя сито, отправляем 1/2 часть сухих ингредиентов в заварную основу. Так. Масса становится плотной, и вымешивать венчиком уже неудобно, поэтому меняем венчик на лопатку и продолжаем вымешивать тесто. Вся мука должна увлажниться. Тесто получается довольно-таки липким. Больше муки добавлять не нужно. Не забивайте его. Итак, тесто у нас готово, никуда убирать его не нужно. Подпыляем немножко стол мукой. Выкладываем наше тесто. Можно чуть-чуть. Вот. Скалочку. Так. И раскатываем тесто толщиной приблизительно 1 сантиметр. Все время контролируйте, чтобы не прилипло тесто к столу. Так, теперь берем вырубку, это может быть
Любая форма, у меня сердечко. И вырезаем обязательно в муку, чтобы не липло тесто к форме. Вырезаем вот такие сердечки. Форма, как я уже сказала, может быть любой. Оставшееся тесто мы собираем в комочек, немного вымешиваем вот так, ну, чтобы однородная текстура была. И можем снова раскатывать. Отправляем наши пряники в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией, с обдувом на 10 минут. Пряники простояли в духовке 10 минут, они готовы, достаем. Теперь даем им возможность полностью остыть. Для приготовления айсинга нам понадобится 60 граммов белка, 250 граммов сахарной пудры и буквально 1 чайная ложка лимонного сока. Лимонный сок можно заменить щепоткой лимонной кислоты. Приготовим айсинг. Сахарная пудра, все очень просто. Лимонный сок, чайная ложка, или можно добавить вообще лимонной кислоты, щепотку. Так, и белки. 60 граммов это приблизительно белок 2 яиц. Все это перемешиваем до однородной консистенции. Взбивать не нужно, просто хорошенько перемешать, чтобы не было крупинок и комочков. Отлично, глазурь для пряничков готова. Пряники уже остыли, можем покрывать их айсингом. Пряники, айсинг, пергамент и перчатки. Берем пряничек и промазываем его нашим айсингом. Так смело, щедро. Перекладываем на пергамент. Глазурь потом чуть еще стекает, поэтому я края так чуть-чуть промазала, а вот верхушечку немножко активнее. Пряник постоит чуть-чуть, и глазурь распределится сюда, дотечет. Оставляем пряники на ночь при комнатной температуре, для того, чтобы и айсинг стабилизировался, подсушился, и пряничек дозрел. Друзья, у меня получилось 35 сердечных пряников, оставляем их при комнатной температуре на ночь. Вот такая гора вкуснейших шоколадных пряников у нас получилась. Я уверена, вам понравится. Результаты вы обязательно будете готовить такие пряники. Хранить такие, если хранить такие пряники, можно просто герметично запакованными. У меня вот тут есть варианты пряников, кстати, с апельсином делала. И есть у меня здесь еще светлые ванильные пряники, но о них как-нибудь еще расскажу вам. Вот, а пока приготовьте обязательно вот такие шоколадные прянички. И больше рецептов вы, как всегда, найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте, делитесь впечатлениями и давайте готовить вместе с любовью. А разлом? Что ж с разломом? Не поломала, не погрызла. Давайте поломаем. Красивое сердечко напополам.